Крупнейшая атака на Москву. Путин отверг инициативу Зеленского по перемирию. Одна из самых массивных и продолжительных атак по столице России. В Москве запущен специальный экстренный протокол «Ковер». Пассажирские самолеты были оперативно направлены на вынужденную посадку. Названы возможные временные рамки окончания боевых действий. Немецкий канцлер Мерц дал мрачный прогноз. Есть ли надежда на прекращение конфликта в ближайшее время? Применение американского вооружения у российских рубежей. В Финляндии и Британии проведены испытания ракетных комплексов класса «Воздух-Земля». Зачем это нужно? Приветствую всех. Это Протек. Кратко, ясно, по делу, о самом важном, что обсуждает весь мир. Пишите в комментариях, что думаете, отвечайте на мои вопросы. Поехали. Взрыв американских ракет у границы с РФ. Финляндия, при участии Британии и Швеции, впервые провела стрельбы с применением управляемых боеприпасов Hellfire. Местом проведения учений стали финские земли, задействованные в операции под эгидой НАТО. Ракета Hellfire – высокоточный снаряд для уничтожения танков и укрепленных целей. Разработана изначально для борьбы с бронетехникой, но впоследствии стала универсальным оружием. Применяется вертолетами Apache, БПЛА и морскими платформами. Скорость превышает 1500 км в час, наведение – лазерное и радиолокационное. Финляндия, помимо этого, укрепляет границу с Россией. Сообщается о завершении возведения первого отрезка стены. Протяженностью 35 километров. Это почти 5-метровый забор, усиленный сетками, проволокой, системами видеонаблюдения, громкоговорителями и прожекторами. Задача – пресечь попытки несанкционированного проникновения, в первую очередь нелегальных мигрантов. Планируется, что к 2026 году общая протяженность барьера составит 200 километров, причем большая часть, 140 километров, появится в юго-восточном регионе. Хельсинки заявляет, на опыте ЕС стало понятно, такой шаг необходим для защиты от потенциальных массовых прорывов. Напомню, Трамп ранее заявил, что не считает усиление военного присутствия РФ у границ Финляндии и Норвегии серьезной угрозой. По мнению экс-президента США, эти страны находятся под надежной защитой. На шведском острове Готланд прошли стрельбы из РСЗО «Химас» и М-270. Готланд – стратегическая точка в Балтике. Маневры проходили в рамках операции Defender-25 под координацией США. В течение 2 дней, 20 и 21 мая, союзные войска отрабатывали быструю переброску в критически важные точки. В маневрах участвовали подразделения Великобритании и США. До Калининграда около 330 километров по прямой. Значение острова как ключевой точки в регионе растет. Ситуация на фронте остается напряженной. Наносятся удары с обеих сторон. Киев заявил о новых обстрелах. Москва в ответ закрыла воздушное пространство над столицей и реализовала план «Ковер». Атаки длились более суток. Мэр Москвы Собянин сообщил об атаках дронов не менее 8 раз. Часть БПЛА сбита, специалисты работают на месте падения обломков. В российских телеграм-каналах появилось фото, якобы снятое на границе Днепропетровской области. На снимке бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии. Однако Украина назвала эти данные фальсификацией. По версии Киева, фото – дезинформация, цель которой – запугивание и создание паники. Спасибо за ваши комментарии и лайки. Все новости недели в плейлисте. До встречи в следующем выпуске.